Кораблекрушение теплохода «Полесск» в 11-бальный шторм. Теплоход «Полесск» – сухогрузное универсальное судно, построенное в Германии в 1974 году в Арнемюнде. Одновинтовое трехпалубное, с повышенным надводным бортом. Кормовое расположение помещения машинного отделения и жилой надстройки. Длина судна 150,4 метра, осадка 8,8 метра, водоизмещение в полном грузе 18 560 тонн. Судном командовал капитан дальнего плавания, который имел стаж работы капитаном 23 года. На теплоходе «Полесск» с 1983 года экипаж составлял с 30 человек. На судне были такие спасательные средства: 2 шлюпки по 35 человек, 2 надувных плота с каждого борта на шлюпочной палубе, 1 плот в носовой оконечности судна, спасательные круги и гидрокостюмы 45 штук. В порту Буэнос-Айрес судно было загружено полностью. Мясокосная мука погружена в 6693 крупногабаритных мешках, средний вес одного мешка с грузом 1,2 тонны. Мешки установлены в 3 яруса в трюмах и верхних твиндеках, в 2 яруса в средних твиндеках. Автопогрузчики укладывали мешки под мурады, центральную часть трюмов и твиндеков загружали кранами. Стальные трубы в связках были уложены по всей высоте верхнего твиндека трюма номер 3. Свободного пространства над трубами практически не оставалось. 11 сентября 1993 года теплоход «Полесск» отплыл из порта Буэнос-Айрес. Судно пересекало Атлантику 40-ми широтами, а это район неспокойный. Все резко изменилось 16 сентября, когда появился шторм, усиливающийся с каждой минутой. В около 10 часов вечера судно вдруг получило резкую раскачку: на правый борт на левый, на правый на левый. Потом ушло на правый, и с правого борта не вернулось на ровный киль. Крен получился градусов примерно 30. Через несколько минут прозвучал сигнал общесудовой тревоги, и экипаж приступил к проведению мероприятий по спасению судна. Причем не все моряки до конца понимали, что положение действительно бедственное. 4-й механик Юрий Алхтухов занимался откачками. А также пробовали по команде с мостика перекачку балласта и топлива, чтобы как-то выровнять судно. Потом начали срабатывать сигнализация на поршневую воду. Машина продолжала работать, но крен судна не изменился. Экипаж пришел в себя и начал думать о спасательных средствах. Старший моторист Алтухов заскочил в свою каюту, схватил гидрокостюм, спасательный жилет, свитер, теплые кроссовки. Он быстро надел все это дело и глянул в иллюминатор. Фальшборд уже даже при качке не высвечивался. Затем Юрий вышел на борт, где уже находилось несколько человек в гидрокостюмах. После того, как крен корабля составил 50 градусов, моряки «Полесска» в спешном порядке, около 5 часов утра местного времени, все 30 человек команды вынуждены были покинуть судно. Последняя запись, сделанная с трудом найденным карандашом в вахтенном журнале, гласила: судно остановилось в 2 часа 10 минут ночи 17 сентября 1993 года. Береговая спасательная служба ЮАР, получившая сообщение о том, что российский корабль терпит бедствие, предпринимает попытки связаться с судами, которые находятся в этом районе Атлантического океана и могли бы оперативно прийти на помощь «Полесску». В район бедствия сухогруза из Кейптауна вылетел гидросамолет. К несчастью, поблизости от места бедствия российского судна кораблей ни из стран СНГ, ни из других государств не было. Необходимо отметить, что этот район Атлантики имеет репутацию одного из самых глухих. Самое ближайшее судно, теплоход Николай Некрасов Черноморского морского пароходства, находился на расстоянии 1000 морских миль от района бедствия судна «Полесска». Моряки с судна, Юрия Алтухова и токарь Юру Александрова, буквально столкнуло друг с другом, даже подгребать не пришлось.
Они сцепились карабинами со спасательных поясов, что потом помогло поднять обоих на борт судна, пришедшего на помощь. Спустя некоторое время уже начало светать. Два моряка увидели еще двоих в океане. Они держались за два бруса с аварийного имущества. Это были начальник радиостанции и матрос, их стало четверо. В основном говорили о том, кто как спасся, кто чего слышал. Начальник радиостанции находился в подавленном состоянии. Он только отвечал на вопросы, если задавали. Спросили у него, подали ли СОС. Он ответил, что да. Но не сказал матросам, что поблизости кораблей нет. Спустя некоторое время, ближе к обеду, к четверым морякам присоединились еще двое, буфетчик и один помощник механика. Все взбодрились после того, как услышали гул приближающегося самолета береговой охраны. Значит, их ищут. В 15 часов дня 17 сентября в ВМС США направился самолет типа «Геркулес» с острова Вознесения со спецснаряжением. С самолета заметили моряков. Даже моргнули фарами, сделав 3 круга, и самолет улетел. В 21 час 25 минут вечера, через 6 часов самолет снова прибыл в район бедствия, сбросил спецснаряжение и вернулся снова на острова Вознесения из-за нехватки топлива. Обнаружено 20 человек в воде, 6 из которых проявляли признаки жизни, разбитые спасательные плоты. Место обнаружения было передано капитанам поисковых судов. В конце концов самолет приведет судно, но к тому времени из 6 в живых останется лишь 1 моряк. С момента принятия аварийного сигнала СОС, когда судно уже затонуло, до поднятия на борт старшего матроса прошло 34 часа. Единственного спасенного Юрия Алтухова доставили в Кейптаун, а оттуда уже он полетел самолетом в Лондон и затем в родной Ленинград, где его с нетерпением ждала семья. Последствия катастрофы больно ударили по здоровью Юрия Алтухова. Он прожил недолго после той трагедии, всего 7 лет, и скончался 29 июля 2000 года. Профсоюз помог вдове установить достойный памятник на могиле моряка. Юрий Алтухов покоится в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище, совсем недалеко от церкви. Кроме того, на Серафимовском кладбище установлен мемориал всем погибшим морякам теплохода «Полесск». Вот так закончилась история теплохода «Полесск» и членов экипажа, отправившихся на нем в свой последний рейс. Теплоход «Полесск» затонул около 5 часов утра 17 сентября 1993 года. В 200 милях юго-западнее островов Гау, на полпути между Южной Африкой и Фолклендскими, на глубине 2200 метров. Спасен 1 человек, старший моторист. 28 человек экипажа во главе с капитаном погибли в условиях жестокого шторма. Авария развивалась быстротечно. Начальный статический крен судна возник внезапно, затем постепенно нарастал и достиг 35 градусов. При этом динамический крен доходил до 50 градусов. Первая радиограмма о появлении крена 17 сентября. В 2 часа 18 минут ночи, о критическом крене, в 4 часа 53 минуты утра и об оставлении судна экипажем около 5 часов. Причины возникновения и развития аварийной ситуации: прежде всего, появление начального статического крена порядка 15-18 градусов и критического крена 35 градусов, возможно, в одном из 3 вариантов. Первое – попадание воды в грузовые помещения. Второе – смещение, уплотнение груза. Третье – совместное действие уплотнения груза и воды. Наиболее вероятной причиной гибели теплохода «Полесск» явились жестокие штормовые условия. Резкое ухудшение остойчивости при попадании на попутную волну длиной близкой к длине судна и высотой более 7 метров, приведшие к возникновению аварийного крена. Уплотнению груза мясокосной муки, потере управляемости вследствие самоостановки главного двигателя. Поступление забортной воды в грузовые помещения судна под воздействием качки и волнения,
в результате чего судно потеряло плавучесть.